Поговорим о выходном пособии. Выходное пособие – это денежная выплата работнику, уволенного с работы не по собственной инициативе, которую выплачивает работодатель в случаях, предусмотренных законом или сторонами. Основной задачей выходного пособия является материальное обеспечение уволенного работника в период поиска им новой работы. Выходное пособие не отождествляется с заработной платой, поскольку ее размер не связан с количеством и качеством труда, а лишь с фактом увольнения работника по определенным законом основания. Выходное пособие не относится к компенсационным выплатам, которые, например, выплачиваются при переводе на работу в другую местность. Размер выходного пособия зависит от обстоятельств, по которым прекращается трудовой договор, и размера среднего заработка работника или конкретный заработок в двухнедельный период перед увольнением. Выходное пособие назначается в размере не менее одного среднемесячного заработка. Выплачивается в следующих случаях. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием. Второе. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. Третье. Изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, сокращение численности штата работников, выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния его здоровья, препятствующих продолжению такой работы, а также в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмены такого допуска, если выполнение возложенных на работника обязанностей требует доступа к государственной тайне, восстановление на работе работника, ранее выполнявших эту работу. Выходное пособие в размере 2 минимальных заработных плат выплачивается в следующих случаях. В случае призыва или поступления работника или владельца физического лица на военную службу, кроме случаев, когда за работником сохраняется место работы или должность, выходное пособие в размере не менее 3-месячного среднего заработка выплачивается в случаях нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора. Выходное пособие в размере не менее 6-месячного среднего заработка выплачивается в случае прекращения полномочий должностных лиц. Перейдем к порядку исчисления. Расчет выходного пособия осуществляется в соответствии с порядком исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 8 февраля 1995 года номер 100, исходя из выплат за последние 2 календарных месяца работы, предшествующих увольнению. Работнику, отработавшему на предприятии менее 2 календарных месяцев, средняя заработная плата исчисляется исходя из выплат за фактически отработанное время. В случае, если в течение последних 2 календарных месяцев работник не работал, то средняя заработная плата исчисляется исходя из выплат за предыдущие 2 месяца работы. Если в течение этих месяцев работник не отработал ни одного рабочего дня, средняя заработная плата исчисляется исходя из установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки должностного, то есть месячного оклада. Время, в течение которого работник в соответствии с действующим законодательством или по другим уважительным причинам не работал, и за ним не сохранялась заработная плата или сохранялась частично, исключается из расчетного периода. К такому времени относятся периоды, когда работник по независящим от него причинам работал в режиме неполной рабочей недели. Например, приказом по предприятию работника перевели на работу в условиях неполной рабочей недели в связи с невозможностью обеспечить работу. Либо был оформлен простой не по вине работника, либо работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьями 25 и 26 Закона Украины об отпусках. Начисление выходного пособия производится исходя из размера среднедневной заработной платы путем умножения среднедневного заработка на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде. Среднедневная заработная плата определяется делением заработной платы за фактически отработанные в течение 2 месяцев рабочие дни на число отработанных рабочих дней. Среднемесячное число рабочих дней рассчитывается делением на 2 суммарного числа рабочих дней за последние 2 календарных месяца согласно графику работы предприятия. Согласно статье 116 КЗОТа Украины, при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работникам требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при
увольнении собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм. В случае спора о размере сумм, причитающихся работников при увольнении, собственник или уполномоченный им орган в любом случае должен выплатить неоспариваемую им сумму.